декабря произошел инфаркт, те сосуды выкинули, новые сосуды поставили, то есть, ну, запустили сердце, как положено, эта операция шла. У меня сильно немели ноги, и мне сказали, операцию на ногах делать не надо, потому что многим людям ноги отрезают. Вот заказали у вас синтезит, после второго приема у меня перестали сосуды ног в ступнях болеть. Во-вторых, у меня сразу сахар упал до нормы. Вы представляете, я сижу на лекарствах же постоянно. Здравствуйте, секундочку, сейчас тут камерку поднастрою. Здравствуйте. Здравствуйте, меня Александр зовут. Здравствуйте, меня Игорь Юрьевич зовут. Здравствуйте, Игорь Юрьевич, очень приятно познакомиться. Мне Вы, я тоже. понимаю, вот муж Юлии, да? Да, да, да. Угу. Нам Юлия написала на сайт, что вот у вас есть определенные интересные изменения, да, вы принимаете синтезит, биоактивный минерал. Вот, и, соответственно, мы договорились о такой вот небольшой встрече. Это я объясняю для наших уважаемых зрителей. Уважаемые зрители, здравствуйте, меня зовут Александр. Перед нами Игорь Юрьевич, мы с вами на канале биоактивного минерала синтезит. Вот, и Игорь Юрьевич сегодня, собственно, нам расскажет про свои ощущения от приема этого биоактивного минерала. У Игоря Юрьевича были и, может быть, есть там какие-то последствия от определенных операций, вот, с которыми синтезит немножечко помог его организму справиться. Поэтому я вот отдаю слово Игорю Юрьевичу. Игорь Юрьевич, расскажите, как все было, как все есть и как все возможно будет. Ну, еще раз здравствуйте всем. Рассказывать о своей предыдущей вот болезни сюда Ну да, в двух нужно. словах. Ну да, вот у меня в 2019 году, в конце декабря, не в конце, а в начале 3 декабря произошел инфаркт на фоне сахарного диабета второго типа. Меня положили в больницу, сделали стентирование сердца, ну, сосудов сердца. И через месяц мне сделали вторую операцию. Операцию уже, потому что стентирование толком не помогало, сосуды очень суженные были. Мне сделали мамарное шунтирование, то есть, ну, разрезали грудь, там, сердце, новые сосуды ставили, вытаскивали сосуды, там, артерии. Те Угу. сосуды выкинули, новые сосуды поставили, то есть, ну, запустили сердце, как положено, эта операция шла. Я пролежал месяц, и в феврале у меня произошла третья операция. У меня, когда грудь стягивали, там специальными скобами стягивают, такие пластиковые там, и титановыми, у меня не приживалось. У меня постоянно температура по 38, лихорадка, и начала вскрываться свищи на груди. То есть я опять вернулся в больницу, меня положили на третью операцию. То есть вытащили вот это, заменили там скобы. Ну, фу-фу-фу, все заросло. Короче, пролежал в общей сложности 3 месяца в больнице. Потом меня отправили домой. Ну, потихоньку начало заживать все. Но так как у меня очень сосуды узкие на ногах, у меня сильно немели ноги, и мне сказали, операцию на ногах делать не надо, потому что многим людям ноги отрезают после операции через год. То есть ничего не помогает, ну вот как-то происходит там, я не знаю. Со мной вот и парень лежал, у него тоже сделали операцию на сосудах на ногах, но через год ему все равно отрезали ногу. То есть очень много людей вот с такой проблемой. Я вот в больнице полежал, и молодых очень много, вот именно с отрезанными ногами, вот именно на фоне сосудов. Сосуды сужаются, и людям отрезают ноги. И у меня очень сильно ноги, знаете, немели, спать невозможно, утром просыпаешься, болят, сосуды болят, то есть ходить тяжело вообще. С сердцем все нормально, там новые сосуды поставили, пока еще не знаю, как будет. Год всего прошел. Ну вот, я вообще смотрю передачи iSpeak, Олег Павлюченко. И там я наткнулся на рекламу Синтезит, как раз вашу рекламу. Смотрел, потом вышел на ваш канал, вот Синтезит, смотрел, читал многие эти, и супруги сказал, давай попробуем. Ну, люди
серьезные все-таки. Вот заказали у вас синтезит. После второго приема у меня перестали сосуды ног в ступнях болеть. То есть я почувствовал, что мне стало лучше. Во-вторых, у меня сахар, я постоянно сижу на диете, у меня сахар поднимается. Во-вторых, у меня сразу сахар упал до нормы. Вы представляете, я сижу на лекарствах же постоянно. И у меня сахар упал до нормы. То есть вообще я отказался от инсулина. То есть вот пока я курс принимал ваших лекарств, у меня сахар восстановился. Я даже вот сейчас думаю постоянно покупать ваши вот лекарства вот эти. То есть, чтобы отказаться от тех, потому что те сажают лекарства, которые я вот принимаю, они все-таки сажают организм, и печень сажают, там, и сосуды, и кровообращение. То есть, давление идеальное у меня стало вот за этот курс. То есть, то поднималось, то опускалось, скакало. А тут у меня и давление, как жена не меряет, идеальное, идеальное. Сердце работает, ну, нормально, то есть нету никаких там скачков, то есть повышение, ускорение, там, уменьшение ритмов сердца. В общем, вот такие результаты. Очень Мгм. хорошо, я заметил на себе, помогает именно вот с сосудами. Вот сейчас очень большая проблема в стране сосуды, сосуды ног. Я в больнице полежал, я в Москве живу. Вы просто не представляете, сколько людей с отрезанными ногами, и молодых, там ужас вообще. И просто всего у людей диабет второго типа, не первого, а второго. Вы просто не представляете, я лежал, я в ужасе. Ребята, 17 лет, 18, вот такие, представляете, не просто старики, там вот, которые курят всю жизнь, там вот ведут беспорядочный образ жизни, а именно молодых очень много, и женщин, и девчонок, я в ужасе был. И что еще? Сосуды, вот сахар, сахар. Мне вот это понравилось, что сахар прям вот на глазах приходит в норму, и не надо даже колоть инсулин. Вот я сижу Но, на инсулине вообще-то. Игорь Юрьевич, я просто думаю, что это связано тоже с какими-то вот моментами кровообращения. Почему? Потому что у нас по диабету, честно говоря, у нас вот вы первый человек, кто сказал, что вот так вот быстро вам это что-то там помогает, понимаете? Вот у нас коллега есть, но у него, по-моему, первого типа, Никита, у него тоже есть результаты по диабету, но так, чтобы большого количества отзывов вала не было. То есть я думаю, что вот ваши комплексные улучшения, которые с вами происходят, их надо как-то вот с какой-то такой интересной стороны рассмотреть, вот именно со стороны точки зрения, может быть, холестерина, сосудов, вот именно восстановления, что вот как-то вот обмен веществ нормализуется, потому что это, я насколько понимаю, вы начали где-то примерно 1 февраля или там в конце января принимать синтезит, или когда? Когда я первый принял? Ну, сегодня у нас Да. А вы принимаете по одной или по две капсулы? Я уже все принял, у меня уже курс закончился. Я по 2 капсулы принимал. Там же на килограмм веса, у меня 110 килограмм веса, а там на 60 рассчитана одна капсула. Я Я по вас 2 понял. принимал. Да, но все равно результат как бы такой очень быстрый и зачастую феноменальный. Результат меня поразил. Вы понимаете, вы когда ответили с женой, списывались, я ей сказал, пока не отвечай, да я проверю на себе. Я, честно говоря, немножко, ну, сомневался, вот прям правду скажу, ну, сомневался немножко. Думаю, да я проверю, прежде чем с людьми общаться, я лучше проверю на себе, так оно или не так. И когда у меня уже через неделю, вот я же первые дни все как это фиксировал, и через неделю, когда я уже вот осознал, что просто сравнивал, тестировал все, и я супруге сказал, связывайся с людьми, действительно помогает, действительно я выйду и скажу, что препарат, вот он действительно хороший. Нужен такой препарат, нужен.
Да, хочу при этом добавить для наших зрителей, кто нас будет потом смотреть, что синтезит это все-таки не лекарство, и Да, поэтому, да, да, да. да, применение при каких-либо там заболеваниях, да, то есть это всегда надо консультироваться с лечащим врачом, то есть самолечением заниматься недопустимо, поэтому всегда, если у вас есть грамотный врач, покажите ему, расскажите, что вы хотите Я делать. вот что хотел еще вас спросить, а у вас синтезит, он, сколько курсов нужно вот пройти мне еще примерно? Курса 2 еще надо пропить или 3? Вообще по самочувствию, то есть мы человеку рекомендуем по самочувствию, да, то есть если вы добились определенного результата, понятно, что его надо каким-то образом закрепить. Зафиксировать, да? Зафиксировать, да, то есть это не только сам по себе синтезит, но это еще и понятно, что физические упражнения, и правильное питание, да, и там и мысли, там, возможно, медитации какие-то определенные, да, там практики вот такие. А у меня Ну, питание сейчас, знаете, какое вообще, то есть, как веган я стал. мгм. Раньше я в основном одно мясо ел, можно сказать, а сейчас я мясо вообще не вижу. То есть, Да, то вот, есть тот вот потенциал, который организму синтезит дает, чтобы организм мог восполнить какие-то прорехи в своем теле, да, там в сосудах в тех же самых, а, его надо поддержать и закрепить. То есть возможно, что постепенно снизить дозировку до одной капсулы, да, попить вот по одной капсуле, посмотреть, как реагируешь. Если все дальше в порядке, то, допустим, сделать через день пить, да, и там уже смотреть. Вот. И когда люди спрашивают, как часто принимать синтезит, я иногда люблю приводить такой пример, что вот вы пили всю жизнь грязную воду и попробовали чистую воду. да, 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 да. Да, и вот вы будете теперь пить грязную воду снова, если вы чувствуете, что вам с ней хорошо и так далее? Ну, понятно, что нет. Поэтому в любом случае это же минерал, это железо. В основе синтезита это железо. Просто немножечко другое железо, да, кардинально немножечко другое, чем в обычных продуктах питания там, или в БАДах, которые можно в аптеке купить. Вот, поэтому этот минерал, он в принципе раньше в нашем питании всегда был. Мы поэтому люди жили долго, поэтому они мало болели, они были сильны, здоровы, там, за 100 лет далеко проживали и так далее. Сейчас этих минералов нет, то есть и периодически в пищу они должны все равно попадать, чтобы вот так поддерживать кровотворную систему человека, чтобы новые стволовые клетки могли самоорганизоваться и так далее. Вот это вот как бы я думаю, что примерно на ваш вопрос ответил. А синтезит у вас только один металл, да? Только вот этот, Пока только да, он и один, пока другие да. тоже будете делать, да? Конечно. Будет определенная линейка, но это как бы в будущем, я не знаю только в каком будущем. Может быть в этом году, может быть в следующем, я не могу прогнозировать. Все понятно. Ну, спасибо большое, хороший у вас очень препарат. Вот тот человек, который это создал, вот вы продвигаете, просто вам большая благодарность. Действительно, вот я просто на себе проверил, за себя отвечаю, как говорится. Мне реально помогло, потому что я с этими сосудами на ступнях, на ногах, я уже не знал, что делать, понимаете? Я уже вот одни мысли в голове отрежут, потому что вот, ну, болят, понимаете, и жена мне их массирует и мажет, а толку нету никакого. На улице выйдешь, я вышел на улицу, прошелся там немножко, представляете, у нас, в принципе, не холодно было, там 5-7 градусов мороза в Москве. Так я так замерз, домой пришел, я думал, ноги отморожу, и жена еле кровообращение восстановила, представляете, вот после вашего синтезита, фу, я сейчас хожу, я даже не хочу дальше ничего говорить и, как говорится, загадывать. Но действительно, вот он реально работает. Ну, тьфу, Реально. тьфу, 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 пусть у вас Да. только все улучшается, да. Я благодарю вас еще раз за отзыв. Спасибо большое. Уважаемые зрители, вот те, кто смотрит, да, и видит пример Игоря Юрьевича, помните, синтезит это не лекарство, это биоактивный минерал. И в качестве Да. средства для лечения мы рекомендуем его, не рекомендуем его применять. Рекомендуем принимать только, если у вас есть какие-то заболевания, при консультациях с знающим специалистом. Вот. На всякий случай, потому что, сами знаете, Россия Да, сейчас такое щедрая время. душа, шашкой рубанул и поехал вперед на коне боевом. Вот, ладно, спасибо вам большое за подробное интервью. Спасибо вам большое. Всех вам благ. Всех благ, до свидания. До свидания.